20 октября 1861 года из Киева в крепость Брест-Литовск прибыл известный фортификатор генерал-адъютант Эдуард Иванович Татлебин. Целый день он потратил на осмотр крепостных укреплений и уехал. А 10 дней спустя Эдуард Иванович снова появился в крепости, уже с начальником штаба артиллерии Первой армии, генерал-лейтенантом Карлом Федоровичем Шейдеманом. В течение 3 дней они осматривали Кобринское, Волынское, Тереспольское укрепление и саму цитадель. Внимательно изучали прилегающие территории. Эдуард Иванович Татлебин – русский фортификатор немецкого происхождения. В военных кругах был известен как человек недюжинного ума и сообразительности, талантливый инженер, которому подвластны любые задачи, связанные с военной фортификацией. Вот как о нем отзывался его главный почитатель и биограф Николай Карлович Шильдер. Татлебин не обладал умом теоретика. Это был по преимуществу ум практик. Все соображения его подчинялись строгому расчету. При таком складе ума и дарований Татлебин не сделал новых шагов и открытий в инженерной науке. Но он умел только с необыкновенным искусством пользоваться обстоятельствами и применяться к ним. А прославился Татлебин прежде всего во время обороны Севастополя в ходе Крымской войны середины XIX века. В кратчайшие сроки построил мощную оборонительную систему, которая позволила долгое время держать оборону города. При строительстве оборонительных сооружений Севастополя возникла проблема. Приходилось разрабатывать скальный грунт примитивными деревянными лопатами. И Татлебин сам разработал чертеж металлической лопаты и потребовал строгого по нему исполнения. Придуманное им приспособление оказалось настолько удобным, что спустя несколько лет русская армия официально взяла столь ценную вещь на вооружение. Ко второй половине XIX века Брест-Литовская крепость уже не могла в полной мере выполнить свою оборонительную функцию. К этому времени в армиях разных стран стали принимать на вооружение нарезную артиллерию, которая по своей дальности стрельбы, точности и разрушительной мощи значительно превосходила устаревшие гладкоствольные орудия. В 1862 году Татлебин представил военному министру записку под названием «Общий обзор состояния крепостей империи». Впоследствии этот доклад много лет служил руководством во время выполнения работ по усилению оборонительных линий России. Тем не менее, реализовать все идеи Татлебина, даже при их одобрении императором, было невозможно. Государственная казна не позволяла таких расходов. В итоге приняли решение ограничиться обновлением лишь 3 крепостей в Керчи, Кронштадте и Брест-Литовске. И со второй половины 60-х годов XIX века приступили к реконструкции цитадели над Бугом. По плану и под руководством Татлебина в крепости были построены 2 пороховых погреба вместимостью по 5000 пудов каждый. Были усилены земляные валы, начали модернизировать оборонительную систему крепости. Приступили к возведению восточного и западного редутов, названных впоследствии внутренними фортами. Кроме того, были приняты на вооружение 757 пушек разных типов и калибров. Редуты возводились с использованием самых передовых технологий того времени. Для укрепления внешних валов применялся не только ручной труд с помощью изобретенной Татлебином лопаты, но и техническое приспособление. А на западный редут грунт доставляли по узкоколейке, которую специально построили для возведения оборонительных валов. Земли для обустройства подковообразных сооружений нужно было довольно много. Оба форта имели тщательно продуманную планировку. Восточное и западное укрепления представляли собой замкнутые сооружения с земляным валом и сухим рвом, рассчитанные на круговую оборону. Внутрь вала были встроены массивные казематы подковообразной формы. Под насыпью каждого редута размещались кирпичная двухэтажная казарма, помещения для нижних чинов, офицерские квартиры, кухни, склады и пекарня. Общая вместимость достигала 300 человек. Через толщу вала проходили 4 галереи. Восточный редут – это один из наиболее мощных очагов обороны Брестской крепости в июне 1941 года, который неоднократно подвергался вражеским атакам. Возглавлял сопротивление известный защитник крепости, герой Советского Союза Петр Михайлович Гаврилов. Сейчас здесь разместился музей обороны Восточного форта. Западный форт
построенный в 1860-х годах по проекту Татлебина, расположен также на Кобринском укреплении и в точности повторяет форму восточного. Западный редут, как и восточный, это малая крепость внутри крепости. Эти редуты были в состоянии вести самостоятельную оборону. Их предназначение – ведение огня по прилегающей территории и держать под прицельным огнем внутреннее пространство Кобринского укрепления. Это значит, что если противник захватит крепостные валы и проникнет внутрь крепостной ограды, он моментально попадает в огненный мешок, теряет связь с основными силами и может быть уничтожен с редута. Таким образом, редут не только позволял избежать поражения в случае вторжения противника вовнутрь, но и восстановить оборону валов. В следующую субботу я расскажу, где в Брест-Литовской крепости находился Эллинг, сооружение для хранения и ремонта аэростатов. С какой целью военные крепости использовали голубей? Почему крепостной телеграф называли искровой станцией?